Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Одной из причин, по которой мы здесь находимся, и одной из причин, по которым он так заслужил смертную казнь, было отсутствие угрызений совести на протяжении всего этого процесса. Бобби Уэйн Вудс был казнен с помощью смертельной инъекции 3 декабря 2009 года в Хансвилле, штат Техас, за похищение, убийство и изнасилование 11-летней дочери своей бывшей девушки. Родился Бобби 11 октября 1965 года в Ливингстоне, Техас, США. Он бросил школу в 7 классе, перестал заниматься из-за плохой успеваемости. Практически на протяжении всей своей жизни он жил с бабушкой, которая заменила ему мать. Многие считали его глупым, мягким и недалеким. Но во взрослой жизни Вудс смог освоить профессию и работал какое-то время поваром быстрого питания в Бургер Кинге. Хвастался знакомым, что даже в самый час пик без труда может перевернуть яичницу из 10 яиц и не уронить. Позже он устроился на стройку разнорабочим и кровельщиком. Но перенесемся в 1997 год, в день ужасной трагедии. Рано утром 30 апреля 1997 года 31-летний Вудс отправился в дом своей бывшей девушки, 35-летней Шваны Паттерсон, в Гренбери, округ Худ, к юго-западу от Форт Уэрта. Паттерсон выгнала Вудса некоторое время назад. Шваны не было дома, когда Вудс приехал, но он нашел открытое окно в спальню, где спали двое детей – Сара, 11 лет, и Коди, 9 лет. Он схватил Сару за ногу, стащил с кровати и совершил действия сексуального характера над еще не проснувшейся девочкой. Коди проснулся от криков Сары, когда Вудс ударил ее в грудь. Бобби заставил детей выйти через окно в ночной одежде и отвез их на своей машине на кладбище. Посадив Коди и Сару в машину, принадлежавшую его бабушке, Вудс проехал 4 мили до кладбища Торп-Спрингс. По дороге Бобби ударил Коди. Когда они прибыли на кладбище, он приказал Коди выйти из машины, а Саре лечь на переднее сиденье. Бобби еще несколько раз ударил Коди по голове, затем толкнул его в дерево, и мальчик упал, и Бобби душил его почти 5 минут до тех пор, пока тот в конце концов не потерял сознание. Когда он пришел в себя, то думал, что умрет. Коди плохо видел из-за того, что у него троилось в глазах, и у него не было достаточно сил, чтобы встать или позвать кого-то на помощь. Сары и Вудса на кладбище уже не было. Через некоторое время мальчик смог перелезть через забор и привлечь внимание мужчины. Этим мужчиной был Хэнк Кортни, который тренировал свою лошадь, взятую в аренду возле кладбища. Он обнаружил Коди в 6:40 и отвез его в ближайший дом, где они позвонили в службу 911. Вскоре Коди был доставлен на машине скорой помощи в детскую больницу Кукса в Форт Уэрте. Доктор Ян Лиа Лэмп лечила Коди в больнице. У Коди была серия переломов в задней части черепа, из-за которых он был вдавлен внутрь от силы ударов. Коди также получил серию ударов по передней доле черепа, в результате чего образовался очень сильный отек, от чего изменилась даже форма лица. У мальчика были синяки и красные рубцы по всему телу, потому что его сильно избили и ужалили муравьи, пока он лежал без сознания. Швана Паттерсон, мать Коди и Сары, обнаружила, что дети пропали около 6 утра 30 апреля 1997 года. После беглого обыска дома и его окрестностей выяснилось, что дети не оделись и не пошли в школу. Власти были уведомлены.
Офицер Рассел Форд отреагировал и прибыл в дом Паттерсонов около 6:46 утра. Офицер осмотрел дом Паттерсонов и заметил открытое окно над кроватью в задней спальне, где спали Коди и Сара. Рассел пришел к выводу, что Коди и Сара были похищены. В течение дня некоторые из людей, видевших Бобби, заметили, что у него были царапины на лице и правой руке. Основываясь на заявлении Коди, полиция достаточно быстро нашла Вудса. Полицейские остановили его на шоссе 144 и привезли в участок на допрос. Первое, что они хотели узнать, это то, где находится Сара, надеясь найти ее живой. Бобби ответил: «Вы не найдете ее живой, я перерезал ей горло». Затем он отвел их к ее телу. Она была одета в вывернутую наизнанку рубашку, спортивный бюстгальтер и шорты без нижнего белья. Ее горло было глубоко перерезано, разорвана гортань и несколько крупных кровеносных сосудов. Причиной ее смерти стала сильная кровопотеря. Коди перенес операцию по удалению фрагментов черепа из мозга и чудом выжил. Вудс дал полиции 2 письменных заявления. Он признался, что имел сексуальный контакт с Сарой перед тем, как выйти из дома. Он рассказал, что после того, как Коди потерял сознание на кладбище, Сара начала кричать. Он вез ее в машине, где она продолжала кричать, и сказала, что сообщит полиции, что он ударил Коди и изнасиловал ее. Вудс рассказал, что пытается успокоить девушку, приставив нож к ее горлу, но она очень сильно дернулась, и нож порезал ее. Давая показания в свою защиту, Вудс заявил, что, разговаривая с Коди на кладбище о его матери, он довольно сильно ударил его по голове ладонью примерно 3 раза. Коди упал назад, ударился головой о столб забора и потерял сознание. Затем он посадил Сару в машину и поехал обратно к себе домой, где с ним жил двоюродный брат Джоди Милтон, потому что Милтон знал бы, что делать. Затем Милтон уехал с Сарой. На следующий день Милтон сказал Вудсу, что, по его мнению, девочка мертва, и отвел его к телу. Джоди Милтон повесился через несколько дней после убийства. Вудс отрицал, что сказал полиции: «Я перерезал ей горло». Он утверждал, что сказал им: «Ее горло перерезали». Он заявил, что ему было трудно читать некоторые слова и что его подписанные машинописные показания не совсем точно отражали то, что он сказал полиции. В ходе перекрестного допроса прокурор оспорил утверждение Вудса о том, что он не очень хорошо читал, предъявив ему факт, что он прочитал более 100 книг, ожидая суда в тюрьме округа Худ. «Я попросил книги, чтобы посмотреть, смогу ли я найти что-нибудь, что смогу прочитать», – ответил Вудс. Дневник Сары также был принят в качестве доказательства на слушании по делу о наказании Вудса. За 2 месяца до убийства она написала: «Дорогой дневник, угадайте что? Бобби уехала, и мы так счастливы». В другой записи она написала: «Мне не нравится Коди, и я ненавижу Бобби». Позднее расследование обнаружило сперму Вудса на покрывале Сары, что указывает на то, что он имел с ней сексуальный контакт. Это подтверждалось и другими доказательствами, включая заявление самого Вудса, друзей Сары, записи, которые она оставила в своем дневнике, в которых указывалось, что она ненавидела Вудса и хотела, чтобы он ушел, и что она заразилась венерическим заболеванием, вирусом папилломы человека. Вудс тоже был заражен ВПЧ. Когда позже было обнаружено тело Сары, данные судебно-медицинской экспертизы, в том числе развитие личинок в ее травмированных гениталиях, также показали, что незадолго до смерти она подверглась сексуальному домогательству. Помимо обнаружения спермы Вудса на одеяле Сары, следователи нашли большой нож для мясника, испачканный кровью Сары, внутри мешка для мусора, который Вудс одолжил у соседа на следующее утро после того, как похитил Сару и Коди. В сумке также находился залоговый билет с подписью Вудса и адресом вещей, которые он, как позже признался, украл из дома Паттерсонов. Кровь Сары была на футболке Вудса, которая лежала на заднем сиденье его машины. Ее трусики лежали на полу машины. Были доказательства того, что на следующий день после убийства у Вудса были царапины на лице и руках, которых не было накануне.
В мае 1998 года присяжные признали Вудса виновным в тяжком убийстве и приговорили его к смертной казни. Апелляционный уголовный суд Техаса подтвердил обвинительный приговор и приговор в 2000 году. Все его последующие апелляции в судах штата и федеральном суде были отклонены, включая серию апелляций, в которых утверждалось, что он не имеет права на казнь из-за умственной отсталости. Вудс также был признан виновным в покушении на тяжкое убийство Коди Паттерсона и приговорен к пожизненному заключению за это преступление. Источники расходятся во мнениях относительно того, была ли мать детей, Швана Клетус Паттерсон, дома, когда их забрали. Согласно краткому изложению дела Вудса, апелляционного уголовного суда Техаса, это не так. Однако, по сообщениям газет, прокуратура утверждала, что она была дома и слышала крики своих детей, но не смогла им помочь. Ее арестовали и обвинили в нанесении серьезного телесного повреждения ребенку в результате бездействия, тяжкое преступление первой степени. В сентябре 1998 года присяжные признали ее виновной и приговорили к 23 годам тюремного заключения. По апелляции в августе 2001 года ее приговор был смягчен до тяжкого преступления второй степени, а срок ее наказания был сокращен до 8 лет тюремного заключения. Она была условно-досрочно освобождена в марте 2005 года. Первоначальная дата казни Вудса в январе 2008 года была отложена из-за временного общенационального моратория на смертельные инъекции, пока Верховный суд США рассматривал конституционность этой процедуры. Он также избежал второй запланированной даты казни в октябре 2008 года, когда апелляционный уголовный суд Техаса согласился на отсрочку приговора, чтобы его умственная работоспособность могла быть снова оценена. Готовясь к суду, защита наняла психолога Питу, которая допросила Вудса и провела несколько тестов, предназначенных для измерения умственной отсталости, психических заболеваний и способности предстать перед судом. Вудс набрал 70 баллов по тесту IQ. В тесте под названием «Опросник навыков выживания на улице», который измеряет способность человека действовать самостоятельно, Вудс набрал 95 баллов. Пита также провела Вудсу тест под названием «Оценка компетентности для предстоящего судебного разбирательства для обвиняемых с умственной отсталостью». В этом тесте обвиняемые, набравшие 54% или ниже, считаются неспособными предстать перед судом, а 74% или ниже считаются умственно отсталыми. Вуд набрал 100%. На основании своей оценки Пита пришла к выводу, что Вудс не был умственно отсталым и был способен предстать перед судом. На суде над Вудсом защита вызвала другого психолога, Ландрума. Ландром не беседовал с Вудсом и не проводил никаких тестов, но ему дали копию отчета Питы. Ландром также изучил образцы почерка Вудса, тюремные записи, историю работы и показания бабушки Вудса. На основании этих записей Ландром показал, что Вудс есть и всегда был и всегда будет умственно отсталым человеком. На слушаниях в апелляционном уголовном суде Техаса в октябре 2009 года обе стороны снова представили свои аргументы, а также дополнительные тесты и показания экспертов относительно данных по Вудсу. Апелляционный суд 8 голосами против 1 решил, что представленные им дополнительные доказательства подтверждают вывод суда первой инстанции о том, что Вудс не был умственно отсталым. На этапе наказания присяжным были представлены доказательства будущей опасности Вудса, в том числе токсикологические доказательства, опровергающие утверждение Бобби о том, что он находился под воздействием наркотиков во время убийства, а также свидетели, давшие показания относительно пристрастия Вудса к ножам и его склонность насмехаться над людьми. Были психиатрические свидетельства о том, что у Вудса было антисоциальное расстройство личности. В сочетании с его склонностью к насилию он представлял собой постоянную угрозу совершения в будущем преступных актов насилия.
После слушания о наказании 28 мая присяжные дали утвердительные ответы по вопросам, касающимся будущей опасности Вудса и намерения совершить убийство, а также отрицательный ответ о наличии смягчающих обстоятельств, оправдывающих пожизненное заключение. Суд округа Льяна приговорил Вудса к смертной казни. В интервью из камеры смертников перед запланированной датой казни в октябре 2008 года Вудс сказал, что не планировал причинять вред детям. «Я вывел детей, и мы возились», – сказал он. «Мы гуляли по кладбищам, катались возле забора. Коди прыгнул мне на спину и ударился о столб забора. После этого Вудс сказал: «Думаю, я запаниковал». И он по-прежнему винил в убийстве Сары своего кузена Джоди Милтона. Казнь Вудса была отложена примерно на полчаса, пока Верховный суд США рассмотрел и отклонил окончательную апелляцию его адвокатов, в которых утверждалось, что он был умственно отсталым и что работа его предыдущих адвокатов была ошибочной. Во время казни, когда надзиратель спросил у Вудса, есть ли у него последнее заявление, он поднял голову с каталки и сказал: «Пока. Я готов». Затем была начата смертельная инъекция. Его констатировали мертвым в 18:40. Похоронен Вудс был на кладбище капитана Джо Бёрда. Это главное тюремное кладбище в Техасе, расположенное в Хантсвилле и находящееся в ведении Департамента уголовного правосудия Техаса. Я не тот человек, который любит причинять кому-либо вред, но я верю в то, что справедливость восторжествует, сказал Ларри Паттерсон после того, как увидел смерть убийцы и его дочери. У нее не было выбора. У нее не было второго шанса. «Я оставил это позади много лет назад», – сказал Коди Паттерсон, которому сейчас 21 год. Он стоял возле тюрьмы и решил не смотреть казнь Вудса. «Прошло много времени. Я рад узнать, что это сделано. Я знал, что рано или поздно это будет. Я видел его фотографию. Это все, чего я хотел», – сказал он, добавив, что он оправился от старых травм и что кошмары о нападении прекратились, но у него все еще остались шрамы на затылке. Вудсу предъявили обвинение 4 июня 1997 года, а казнь была совершена лишь 23 октября 2008 года. Больше 11 лет происходил весь процесс. Как вы считаете, справедливо ли такое наказание для Бобби Уэйн Вудса? Сколько боли он принес семье пострадавшей? Как дальше жил Коди и через что ему пришлось пройти после всего, что он видел и что с ним произошло? Пишите свое мнение в комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.